что, всем добрый день. Меня зовут Рустам, и я казахский триатлет. Сегодня я расскажу об опыте пользования часов Garmin Forerunner 955. Расскажу почему и как, зачем их купил, и сравню с другими часами, которые у меня были. Основные активности, которыми я пользуюсь на часах, это плавание, бег и велосипед. Велосипед мы оставим немножко в стороне, потому что будет отдельный обзор на велокомпьютер Garmin 530. Но я постараюсь показать, как работает велотренировка на часах и рассказать нюансы, конечно же. Поэтому не переключайтесь. До Forerunner'ов у меня были Fenix 5 слева и Garmin Fenix 6S справа. Часы классные, и те. Меня полностью все в них устраивало, но в какой-то момент я просто решил обновиться. Почему обновиться конкретнее, да? Давайте тут попробую рассказать. Просто я обновлял все свое оборудование, и 6S я немножко утопил в море. И поэтому я решил взять новые часы, которые обошлись мне с Байкина примерно за 400 евро. Немного по поводу внешнего вида. Часы мне очень нравятся. Я намеренно заказал их в белом цвете. Я намеренно заказал их без Solar версии, потому что, как мне кажется, прирост небольшой, но переплата сильно большая. Они довольно круто смотрятся, но есть проблема в том, что кромка по краям экрана слишком толстая, в отличие от Fenix 6S. Например, для моей руки Fenix 6S и смотрелись аккуратнее, и кромка была тоньше, и экран был не такой пиксельный. То есть за счет того, что там экранчик меньше, у него получается количество пикселей на дюйм гораздо выше. И это было круче, это смотрелось лучше. Может быть, дело в том, что серия Fenix в принципе дороже смотрится, и в принципе она позиционируется как более богатая, и там качество экрана другое. Одна из новых функций, которые мне нравятся и которых не было в предыдущих моих часах, это утреннее уведомление. Можно увидеть, как вы спали, как восстановились. Обязательно показывает рекомендацию тренировки на сегодня, сон, количество часов, его качество, состояние ВЧП, погода, body battery. В целом-то все эти данные очень полезные. Мне нравится их смотреть по утрам. И сразу про рекомендации на тренировки. Интересно, что рекомендации Гармина иногда совпадают с теми тренировками, которые мне ставит мой тренер. Несмотря на то, что он не знает, что будет у меня изображено на часах, иногда это совпадает, и это довольно-таки забавно. Я подозреваю, что принципы тренировки, макро- и микроциклы в целом-то похожи с теми, по которым работает любой тренер. Именно поэтому иногда бывает совпадение. Здесь я сразу же показываю, как работает велотренировка, какие есть экраны, но, скажем так, на велосипеде часами пользоваться не очень удобно. Во-первых, ты отвлекаешься, смотря на руку, и пытаешься разглядеть что-то, когда часы закреплены у тебя на руле. Это небезопасно и неудобно, именно поэтому я перешел на велокомпьютер. Что касается тренировок по плаванию, которые я буду показывать далее, я поставил режим автопаузы. Когда ты приплываешь и останавливаешься, сразу отсчитывается время отдыха. Слева можно увидеть таймер отдыха. После любого интервала я всегда вижу. Также я вижу в конце, когда заканчиваю тренировку, сколько я наплавал. 7000 метров, кстати, это неправильные данные, это я случайно отсчитал неверный интервал, добавил вручную и не смог потом его удалить. Кстати, это минус, что в часах нельзя подкорректировать интервалы, если вдруг что-то неправильно. Часы в целом на бассейне 25 метров и 50 метров отсчитывают вполне себе нормально. Ну и после тренировки, конечно, можно посмотреть данные любой тренировки на часах и затем в Garmin. Непосредственно в приложении на телефоне Garmin или на сайте в веб-интерфейсе Garmin Connect довольно-таки подробные данные, и этим мне тоже нравится вся экосистема Garmin, потому как данные эти можно легко просматривать, смотреть интервалы, средний пульс, среднюю мощность, все необходимые данные в наличии. Например, параметров эффект тренировки я не уверен, что я смогу получить такие в каких-нибудь Apple Watch Ultra или в экосистеме Apple, например. Круто, что в Garmin все заточено полностью под спорт, и я всегда вижу все данные. Особенно данные о восстановлении, данные об МПК, данные о пано, которые постоянно обновляются и все показывают. Ну и плюшки, которые есть, например, оплата картой, которую вот я демонстрирую на экране. То есть работает NFC, если подключать какую-то зарубежную карту, то все прекрасно работает, и я этим пользуюсь. Иногда убегаешь на пробежку и покупаешь себе попить.
Кстати, добавлю немножко про ремешок. Мне он здесь очень нравится, офигенное качество, и я не рекомендую использовать китайские ремешки с Алиэкспресса, потому как качество совершенно не то, и есть риск потерять часы. Я уж не говорю про то, что в местах крепления к часам они ржавеют, портятся и накапливается грязь. В этих же ремешках, в оригинальных, все просто отлично. Как я уже упомянул, мне лично удобно отсматривать свои показатели по PO2 Max, по прогнозам также вот здесь вот есть, хотя они на самом деле немножко неверные. Например, мой лучший полумарафон был час 24, но здесь показывает час 33 аж. Поэтому это немножко неверно. Данные по велоспорту у меня тоже с недавних пор спрогрессировали, потому что я поставил мощемер. Но и в целом-то оно показывает плюс-минус и отмеряет, я считаю, верно. Хотя в идеале, конечно, сравнивать с лабораторными исследованиями. Как я говорил, вся экосистема Garmin направлена на спорт, хотя есть и плюшки в виде управления музыкой или там закачки музыки, я этим, если честно, не пользуюсь. Очень удобно просматривать тренировки и смотреть, на каком этапе в целом находится твой организм, в каком он сейчас статусе, производительная тренировка или наоборот сохранение, может быть, формы или восстановление. Все это отслеживать очень, я бы сказал, важно, и очень важно отслеживать состояние организма в принципе, потому что мне, например, иногда полезно смотреть, в каком состоянии у меня находится стресс, потому что если вы увидите, что у вас высокий стресс, это значит, что вы заболеваете, вы находитесь в таком состоянии, что вот-вот заболеете, и вы успеете предпринять какие-то действия, чтобы можно быстрее восстановиться или выздороветь. Также это показывает параметр Body Battery. Если у вас батарейка часто садится, значит вы либо стрессуете, в общем, есть какие-то проблемы, с которыми нужно обязательно поработать. Умные уведомления, наверное, одна из главных функций смарт-часов любых. Здесь, конечно, Garmin уступает Apple Watch, потому что нельзя посмотреть большое сообщение полностью, нельзя ответить на это сообщение, но при этом всем кто-то даже отключает умные уведомления, чтобы сохранить заряд батареи, потому что, конечно, он его сжирает. Но я пользуюсь, и мне удобно. Всегда удобно во время тренировки посмотреть, кто тебе пишет, зачем, кто звонит. Если это необходимо, ты можешь сразу же ответить с телефона. В других видео я рассказываю, как я более подробно использую все инструменты, о которых вам рассказываю, но конкретно в беге я, например, смотрю на пульс, на расстояние, на темп, на соревнованиях я смотрю на средний темп, чтобы смотреть, не отстаю ли я в принципе, хотя есть дополнительные режимы на эту тему в часах. Также я использую интервалы, смотрю, сколько я пробежал за километр, какой средний темп у меня моментальный, ну и все другие обычные данные, которые используются во время бега. Ну и самое время подвести итог. Классные часы за свои деньги. Конечно, круто, что есть функция сенсорного управления, которой я не пользуюсь. Поэтому всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы, пишите комменты, на все отвечу. Лайк, подписка.